Сегодня мы поговорим об американской блогерше Лори Лумер, одной из ближайших соратниц президента США Дональда Трампа. В основном она известна тем, кто следит за политикой в Америке, но в последние дни о ней заговорили и в России. И это важно. Долгие годы Лумер толкала все типичные поинты американских ультраправых, включая то, что Украина вся плохая и надо России дать победить. Но пару дней назад случилось поразительное. Лумер прилетела в Украину и моментально поменяла позицию. И тут одно из двух. Это либо свидетельствует о резкой перемене позиции самого Трампа, скорее всего, либо о том, что его позиция вскоре с высокой вероятностью поменяется. Тут есть что обсудить. Сперва расскажем немного о самой Лори Лумер. Это один из самых живописных персонажей американской политической среды. Свою популярность она заработала в основном в интернете, как активистка. Активизм у нее был против мусульман и против мигрантов. Прежде она устраивала скандалы в университетах и искала тайных исламистов, а со временем перешла к постоянному постингу конспирологических теорий. Теории там обо всем. О том, что элиты замещают белых людей завезенными мигрантами, о том, что демократы покрывают педофилов, что шутинги в американских школах подстроены властями, дабы на их фоне запретить гражданам владеть оружием. Что элиты управляют погодой, чтобы влиять на результаты выборов. Что Камала Харрис на самом деле не темнокожая, а притворяется. Прежде чем мы погрузимся в эту тему поглубже, напомню, что по ссылке в описании есть актуальный гайд по обходу блокировок интернета в России, который наша команда собрала. Спонсирует гайд сервис M-Card. С его помощью вы можете буквально за 5 минут получить виртуальную карту, которой можно пользоваться за границей и пополнять через СБП. А если вам нужен хороший VPN, присмотритесь к VPN Liberty. У него 95 тысяч пользователей и хорошая живая поддержка. Вернемся к Лори Лумер. Как вы уже, наверное, обратили внимание, она не особо избирательна в контенте. Просто постит все, что попадется, главное, чтобы смотрели. В соседних постах может запостить, что 11 сентября устроил Джордж Буш, что в Огайо мигранты едят котов, и что Джо Байден прямо сейчас лежит на предсмертном одре, а его советники это скрывают. Пропагандирует все эти интересные взгляды Лумер уже давно. Еще в далекие времена первого срока Дональда Трампа и единственного срока Джо Байдена Лумер успела получить себе баны на всех ключевых интернет-платформах, в том числе в Фейсбуке и в Твиттере. В Твиттере, кстати, ее разбанили, когда соцсеть купил Илон Маск. Но еще в 2020-м Лора Лумер решила перестать быть просто блогером и пошла на выборы в Палату представителей от штата Флорида. Округ выбрала довольно демократический, поэтому шансов на успех особо не было. Тем не менее, республиканский праймерис она выиграла и стала официальным кандидатом от партии, с чем ее в Твиттере поздравил Дональд Трамп. Выборы, впрочем, она ожидаемо проиграла. Спустя 2 года она снова избиралась в Конгресс, уже в другом округе, но проиграла еще на этапе праймерис. Как в 2020 году Трамп отказывался признавать поражение на выборах, так и Лумер в 2022 заявила, что все было нечестно и на самом деле победила она, а оппонент вбрасывал бюллетени в урны. Причем оппонент был даже не демократ, а республиканец. В Конгресс Лумер, может, и не попала, но зато попала в поле зрения Дональда Трампа. Он, как мы знаем, очень любит постинг в интернете, и все то, что туда пишет Лумер, ему нравится. Так постепенно Лумер стала членом его близкого круга. При этом никаких официальных должностей она не занимает. Трамп не просто читает твиты Лумер, она также проводит время в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде и летает с ним на одном самолете. Более того, Трамп к ней реально прислушивается. Лумер стала известна тем, что после ее расследований Трамп звонит подчиненным и говорит, кого уволить. Телеканал ABC подсчитал, что уже 15 значимых чиновников уволили из-за доноса Лумер в интернете. Обвинения при этом весьма размытые. Обычно Лумер пишет, мол, такой-то госслужащий недостаточно за Трампа или вообще за diversity иммигрантов. В общем, тайный демократ. И президент Соединенных Штатов воспринимает это всерьез. И человека увольняют. При этом важно понимать, если Трамп меняет мнение, то и Лумер меняет мнение тоже. Она фактически одно из главных лиц трампизма как явления. В буквальном смысле тоже. В интернете уже пару лет обсуждают феномен республиканского мейкапа или лицо Мар-а-Лаго. Суть в том, что ближайшие союзники Трампа обоих полов, если что, делают себе пластические операции, одинаково красятся и становятся похожи друг на друга. И Лумер задала здесь тренд, который соблюдают даже на уровне министров и Конгресса.
Думаю, после всего сказанного несложно догадаться, какую позицию Лора Лумер занимала насчет Украины. Радикально негативную. Лумер много раз писала в соцсети: Соединенным Штатам, мол, ни в коем случае помогать Украине нельзя, потому что Украина – страна нацистов, где людей режут. Так было до недавнего времени. Буквально за последние несколько дней госпожа Лумер резко превратилась в самого верного сторонника Владимира Зеленского. Собственно, как раз с Зеленским и связана новость. Лумер взяла у него интервью. Причем не где-то там, за границей или по зуму. Нет. Она, если оперировать ее прежними определениями, лично приехала в столицу нацистского государства и там поговорила с лидером местной хунты. То есть прибыла в город Киев и побеседовала там с президентом Зеленским. Интервью вышло довольно разноплановым. С одной стороны, там была полезная информация. Например, Зеленский рассказал, что скоро собирается снова встретиться с Трампом, и добавил, что отношения у них сейчас действительно отличные. Отдельно упомянул встречу с Трампом в Ватикане, где они на 2 стульчиках разговаривали 15 минут в мраморном зале. По словам Зеленского, именно тогда они уладили все вопросы, и взаимоотношения у них пошли в гору. Также Зеленский сообщил, что в следующем году у Украины должны появиться дроны, бьющие аж на 10 тысяч километров. Этого хватит на всю Россию, включая Дальний Восток. С другой стороны, были вопросы и менее важные. Например, Лумер спросила Зеленского, кто лучший президент Америки. Зеленский ответил, что Линкольн. Лумер после этого напомнила, мол, интервью будет смотреть Дональд Трамп, как бы намекая, какую фамилию следует озвучить. Закончили интервью и вовсе за упокой. Лумер спросил у Зеленского, нюхал ли он кокаин с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Чтобы узнать ответ, можно посмотреть интервью. Важен здесь скорее сам факт. Лора Лумер вроде как заместитель Трампа по невменяемости. Она приехала в Киев и взяла интервью у Зеленского. Понятно, зачем это Зеленскому и украинцам. Им как раз нужно влезть в голову Трампа и убеждать его, что Украину надо поддерживать. Это вполне, кстати, работает. Трамп уже отреагировал на интервью в своей соцсети и написал, что вере, дескать, гуд. Но зачем это Лумер? Ей, похоже, открылась реальность. Она теперь признает, что раньше была под влиянием российской госпропаганды. Ей рассказали, что Путин – защитник консервативных ценностей и западного мира, а в Украине гей-лобби, живодеров, геноцид детей Донбасса по указу кровожадных масонов. Теперь же Лумер все поняла и прямым текстом пишет: Украина заслуживает поддержки, и Америка должна продолжать ей помогать. Одним интервью Лумер во время визита не ограничилась и погуляла по Киеву, который подвергается бомбежкам. Как это было, посмотрим после некоммерческого объявления об образовательном проекте. Если вы интересуетесь изучением современной России и хотите исследовать ее политические и общественные процессы на профессиональном уровне, это объявление для вас. У философского факультета Пражского Карлова университета есть 2-летняя программа имени Бориса Немцова. Называется «Российские исследования». Это магистратура, то есть поступить можно, если вы окончили бакалавриат любого вуза по любой специальности. Обучение происходит на английском и русском языках. Будете глубоко изучать Россию 90-х, реформы, то, как СМИ влияли на происходящее, а также политические преобразования в других постсоветских странах. Огромный плюс, помимо обязательных курсов, вы сможете выбрать и другие, самостоятельно формируя свою программу. В качестве гостевых лекторов магистратура приглашает известных экспертов по России и Украине. У вас также будет возможность бесплатно съездить на конференцию в Стэнфорд по программе US-Russia Forum. А если вы будете учиться очно, то сможете поехать на семестр учиться в партнерский вуз по программе Erasmus, в том числе в Sciences Po, лучшую политическую школу Франции. Для поступления нужно сдать устный экзамен, очно или онлайн, ответив на русском языке на вопросы по истории России и ее современности, а также рассказать о своей мотивации учиться на английском. Уровня B2, кстати, для поступления хватит. Если что, сможете во время обучения бесплатно подтянуть английский на языковых программах или начать изучать любые другие языки. Стоит обучение 140 тысяч чешских крон в год. Это где-то 5,8 тысяч евро. Доступны стипендии для тех, кто набрал высокие баллы при поступлении и подтвердил свое уязвимое финансовое положение. Про стипендии вы можете почитать по ссылке в описании. Из-за того, что Чехия приостановила выдачу студенческих виз гражданам России и Беларуси, учиться можно в гибридной форме, посещать курсы онлайн и приезжать в вуз лишь раз в год, например, для сдачи госэкзаменов и защиты магистерской работы. Подать заявку на обучение можно до 10 августа по ссылке в описании. Сбор за подачу онлайн-заявки 60 евро.
Продолжаем. Мы говорили, что Лора Лумер взяла разноплановое интервью у Владимира Зеленского. Помимо интервью, Лумер также просто погуляла по Киеву и посмотрела, как выглядит город, который регулярно бомбят российские войска. Среди прочего, она посетила Успенский собор Киево-Печерской лавры, тот самый, по которому Россия ударила беспилотником в июне. В соборе Лумер записала видео о том, что Путин, оказывается, лицемер. Ведь нельзя же называть себя защитником мирового христианства, а потом, цитата Лумер, бомбить дронами Иисуса Христа. А еще Лумер, будучи еврейкой, встретилась с главным раввином Украины. Разговор, похоже, прошел хорошо. Раввин потом написал в Твиттере, что теперь Лумер все про войну понимает правильно. Наконец, Лумер сходила в киевский Макдональдс и специально сняла здание прямо рядом. Оно выгорело после российских авиаударов. Прямо в процессе визита Лора Лумер успела поболтать в Твиттере с Маргаритой Симоньян. В прошлом было время, когда Лумер писала колонки для сайта Russia Today. Была приглашенным автором, что логично. Все-таки взгляды у РТ и Лумер старого образца совпадали. Теперь же, наблюдая за ситуацией в Киеве, Симоньян решила Лумер отругать за то, что та совершила вот такую вот перебежку на сторону врага. Впрочем, Лумер это не смутило. Она ответила Симоньян, что в Украине ей нравится. А единственный минус там – российские обстрелы, из-за которых было сложно добираться до Киева. В общем, визит Лоры Лумер в Киев выдался крайне продуктивным. Остается вопрос, почему она вдруг стала за Украину? Лумер не единственная союзница Трампа из сословия блогеров, которая вдруг резко перешла на проукраинскую сторону. Есть еще один блогер по имени Тим Пул. Он стал известным еще во времена акции «Захвати Уолл-стрит», протестов против преступлений финансовых элит в 2011-м. А затем постепенно перешел в сферу правых и трампистов. Хотя, казалось бы, вроде довольно одно от другого далеко. Ну ладно. Он также долго рассказывал, какая Украина ужасная страна, а в 2024-м и вовсе назвал ее одним из главных врагов Соединенных Штатов. И позже заявил, что Америке, мол, нужно извиниться перед Россией за действия никудышного президента Байдена, который помогал Украине оружием и деньгами. Важный факт в портрете Пула – то, что он официально был на российской зарплате. Тот редчайший случай, когда буквально доказали, что блогер делает заказуху. В 2024 году американские прокуроры предъявили обвинение 2 сотрудникам Russia Today за то, что те нелегально платили блогерам за пророссийский контент. Одним из блогеров и был как раз Тим Пул. Сам он потом, конечно, все отрицал, дескать, ни про какое РТ знать не знал и работал за идею. И вот на днях Тим Пул прозрел вслед за Лорой Лумер. Сказал, что вообще-то Украина борется за свое существование против злого диктатора, и Трампу надо ей в этой борьбе помогать. Настолько синхронные движения блогеров-трампистов от пророссийской к проукраинской позиции, конечно, сигнализируют, что в самом трампизме происходит сдвиг. Дело в том, что американские ультраправые разделились на 2 фланга насчет конфликта в Украине. Первый фланг – более классические консерваторы. Они Украину поддерживают, потому что Россия – исторический враг Америки, потому что они ценят Западный альянс в виде НАТО и Евросоюза, и потому что им нравится активная внешняя политика США. Второй фланг со стороны альтрайта в России видит добро, потому что в рамках борьбы с либералами не грех и существующий западный порядок разрушить. Среди представителей последних вы знаете, например, Такера Карлсона, который топил за Россию и за спецоперацию. Лора Лумер и Тим Пул же отличаются тем, что они улавливают, куда дует ветер, и следуют за мнением Трампа. У них могут быть свои мнения, но если мистер президент что-то решил, то и они решили так же. Нет никакого другого объяснения, почему вдруг госпожа Лумер развернула свою позицию на 180 градусов. Все же резкое озарение с небес вряд ли произошло. Соответственно, можно сделать вывод, что Украину теперь любит и жалует сам Дональд Трамп. И это просочилось к его сторонникам. Помимо этого, как Лумер, так и Трамп всегда просто тянулись к тому, кто сильный. Трамп-то прямым текстом заявлял, что правда в силе, и ему нравятся победители. Среди блогеров из его окружения такое мнение тоже бытует. Ну, не могут же, мол, победители быть неправы, а мы победители, и все, кто с нами, тоже. То есть, вполне возможно, Лумер стала за Украину просто потому, что почувствовала, в какую сторону теперь подул ветер.
Болеть за Россию раньше было легче. До начала вторжения вообще было распространено мнение, что Россия – это великий медведь в ушанке и огромная военная сила, которая сейчас раздавит взорвавшихся украинцев за маленькое количество дней. Теперь же, потому как идет война, скорее похоже, что преимущество у Украины. Трамп это, похоже, чувствует, как и Лумер. И вот они и присоединяются к побеждающей команде. И вся так называемая мягкая сила России, заключавшаяся во влиянии на западных граждан через интернет, резко куда-то делась. А ведь этой силой российские власти прям гордились. Россия много лет занималась в Америке всяческой дезинформацией. Заваливала американцев пропагандой о том, какая Россия скрепная, а Украина сатанистская. О том, что надо любить Путина как главного хранителя традиционных ценностей, а Зеленского поддерживать не стоит по нехитро и наспех сочиненной причине. Важным инструментом в этом всем были как раз блогеры с правой стороны политического спектра. Они радостно разгоняли фейки, придуманные российскими пропагандистами, а иногда, как мы видим на примере Пула, буквально работали на Россию за деньги. Целью всего этого было повернуть американскую политику, добиваться российских целей через трампистов. В последние военные годы это все дополнялось и дипломатической работой. Всякие Кириллы Дмитриевы, Юрий Ушаковы и Сергей Лавровы контачили с американской администрацией и даже лично с Трампом с одной целью – перестаньте помогать Украине. Был там дух Анкориджа, созвоны с Путиным, обещание мира за сдачу территорий. Путинская система старалась победить в войне таким вот хитрым способом, отобрав у Украины главного союзника. Но теперь по одному визиту правой блогерши мы можем понять, что все эти комбинированные усилия ушли ни на что. Лора Лумер просто приехала в Киев, поела там родной Биг Мак на фоне разрушенного здания и рассказала своей аудитории, что вообще-то в Украине нормальные люди, которых 5-й год бомбит Путин. До завтра.